Вот ваша выписка, гражданка Белоус. Спасибо, родная. Я вам не родная. Осуждаете меня? Зря. Я имею полное право отказаться от ребенка. И я этим правом пользуюсь. Да, на полную катушку. 6 лет назад дочку у нас оставили, теперь сына. Молодец. Да, я так живу. Но это же ваш ребенок. Не учи меня жить, деточка. А вы что, все тут такие хорошие и правильные? Никому ничего плохого не делаете. Аборты делаете? Детей убиваете? Я-то хоть родила, и государство о нем позаботится. Считаете меня плохой? А мне плевать. Это моя жизнь, и я хочу прожить ее красиво. Что, в чем трагедия? Дайте ей красивые карандаши, покажите, как рисовать цветок. Послушайте, я вас очень прошу. У вас говорит ваше педагогическое образование, во мне говорит моя материнская интуиция. Я вас прошу, просто сделайте так, как я вам сказала. Хорошо? Спасибо большое. Доброе утро, Елизавета Юрьевна. Доброе утро. А почему вы не в неврологии? У вас же постельный режим. Если бы я в свое время не нарушил бы постельный режим, то сейчас находился бы в Новосибирском доме инвалидов. Елизавета Юрьевна. Будете чай? Нет, спасибо. Я прекрасно понимаю, почему вы намеренно продлеваете мое лечение. Держите меня здесь как пациента. Потому что вы не знаете, что со мной делать дальше, верно? Меня можно а. уволить, б. допустить к работе. Ни то, ни другое. Я не хочу, чтобы вы потеряли сознание в родзале. Хорошо. Тогда есть третий вариант. Я не буду оперировать, но вы разрешите мне принимать пациентов. Это возможно. Но только при одном условии. Все свободное время вы будете проводить в стационаре. А попытаетесь сбежать, я не допущу вас к работе. Не сбегу. Да. Я позвонил своему знакомому хирургу в Новосибирск. В общем, я дал согласие на операцию позвоночника. Это прекрасно. Платон Ильич, спасибо вам за поддержку на собрании. Не за что. Бутуса свою порцию съела и еще просит. Не дам. Ну вот сволочи. Рожают, потом отказываются. Ты бы убивала за такое, или трубы им перевязывала. Ты соображаешь, что ты говоришь? Они же все слышат, они же все понимают. Это не тебе, мой хороший. Господи, это не отделение, а дурдом «Ромашка». Ну что там происходит? Успокойтесь для начала. Тихонько, чего шумим? Я за ребенком пришел, а меня не пускают. За каким ребенком? За тем, от которого Зоя Белоус отказалась. Так, а с этого места давай поподробнее. Ты ему кто? Я ему отец. Вы отец? Ничего себе. А что, лицом не вышел, да? Молодой человек, как тебя? Не тебя, а вас. Меня зовут Руслан. Руслан Илюшин. Значит так, Руслан Илюшин. Тебе ребенка просто так никто не отдаст. Для начала надо сходить к начмеду, потом сдать тест ДНК на предмет отцовства. Я сделаю, не вопрос. Давайте зовите сюда вашего начмеда. Бойкий какой. Может, тебе еще министра здравоохранения сюда позвать? Имейте в виду, я отсюда никуда не уйду. Ну, это мы уже поняли. Галь, отведи к Филатовой, пусть разбирается. Пойдемте. Спасибо. Пожалуйста. Правда, что ли, отец? Он же моего возраста. А Зоя это и сороковник, как минимум. Ну, как знать, любви все возрасты покорны. И нечего завидовать. Токсикоз есть? Угу. Немного. Вечером. Фамилия? Якушев. Не, зачеркните.
Это моя фамилия. Рита. Рита Кузьменко. Мы в гражданском браке. Матвей, ну так травма-то не важно. Доктор, а что с ребенком? У вас 12-я неделя. Видна отслойка хориона. Нужно ложиться в больницу. Что, все плохо? А вы еще этой своей штукой поводите? Может, она с первого раза что-то не то показала? Доктор Земцов прав. Вот хорион. Видите, такая тоненькая оболочка. Через нее поступает кислород и питательные вещества ребенку. А вот отслойка. У меня может быть выкидыш? Угрозы есть. Я выписываю вам направление на анализы. Сдадите и будем оформляться. Ты только не нервничай, все хорошо будет. Все хорошо будет. Да. Скажите, а можно эту отслойку исправить как-нибудь, а? Извините, мы в медицине не очень, больше в страховых случаях разбираемся. Справить можно, а волноваться вам сейчас нельзя. И с анализами поторопитесь. Проходите, вот ваша кровать, тумбочка. Располагайтесь. Платон Ильич, а как правильно называется мой диагноз? Отслоение хориона, вызванное развитием антифосфолипидным синдромом. У нас друзья в Германии. Может, попросить их прислать лекарства? Это не обязательно. Я назначил вам вполне доступные препараты у нас. Этого будет достаточно. Платон Ильич, здравствуйте, я вас ищу. Можно вас на секунду? Виктор Максимович. Максим Викторович. Максим Викторович, у меня вопрос. А если голова кружится после капельницы, это нормально? Я в кафешку. Да, я сейчас смотрю. Это очень плохо. В какую сторону крутится? Слева направо или справа налево? Справа… нет, кажется, слева направо. Если слева направо, это очень даже хорошо. Простите, а я могу посещать свою жену? Да, в отведенное для посещения время, но до 8 вечера. Простите, а с кем я могу обсудить, что из еды можно, витамины и всякое Только такое? со своим лечащим врачом. У вас Земцов Платон Ильич. Матвей, ну что ты, как маленький. Когда мы Никите скажем о ребенке? Хочешь, я с ним поговорю? Нет. Я сама. Тест ДНК показал, что сын Зои Белоус мой ребенок. Я в заявлении все правильно написал? Поставьте, пожалуйста, дату и подпись. Я могу его забрать прямо сегодня? Нет. Давайте заявление сюда. Ваше заявление и результаты теста я передам в облздрав. Там все проверят. А зачем проверять? Что проверять? Вам этого теста мало? Написано же «сын». Такие формальности. Ну какие формальности? Это бюрократия ваша, а не формальности. Вы здесь бумажки перебираете, блин. А мой ребенок лежит голодный, никому не нужный. Так, минутку. Успокойтесь. Что это значит? Кто это там лежит голодный? Откуда вообще такая агрессия? Извините. Я просто привык идти напролом. Послушайте, если вы хотите сейчас помочь вашему сыну, то принесите одежду, памперсы, хорошее детское питание. А его можно будет увидеть? Ну да. Если вы пообещаете не устраивать дебош. Не буду. Не буду, да и не дебош это был. Я просто думал, что все намного проще. Пришел и забрал, а… Ну откуда ж я знал, что у вас тут такие правила? Теперь и справа налево. Простите? Голова. Вот мы читаем слева направо, и голова у нас кружится слева направо. Это нормально. А евреи читают справа налево. Так для них нормально, когда вот так кружится. У доктора спросите, я медсестра. С вами все в порядке? А? Все в порядке? Да. Волнуюсь немного. Скоро Никита придет, а он не знает даже о нашем ребенке с Матвеем. А Матвей – это ваш муж, да? А Никита кто? И таким образом онлайн-консультации станут доступными в любое время суток. Как вам такая идея?
Свежо. Вот, нет, спасибо. Я хочу это сейчас все подсчитать и вынести этот вопрос на пятиминутку. Вы меня поддержите? Конечно. Спасибо. Мальчик, ты отделением не ошибся? Нет. Мне вот мама звонила, сказала, что она тут. А как фамилия мамы? Кузьменко Рита. Да, есть такая беременная. Беременная? Да, пойдем проведу. Да. Добрый день, Елизавета Юрьевна. Да. Разрешите представиться. Любавин Вадим Родионович. Прибыл из Москвы от генерала Ракитина. Очень приятно, но... Я понимаю, вы заняты, я не отниму у вас много времени. Здесь письмо, оно касается непосредственно меня. Прочтите, пожалуйста. Да, конечно. Вы позволите? Ай, присаживайтесь, конечно, извините. Да. Лиза, можно или… Лёв, сядьте, пожалуйста. Присядь. Знакомься, это наш коллега Любавин… Вадим Родионович. Вадим Родионович. Лев Борисович Квитко, здравствуйте. Очень приятно. Лев Квитко. Наслышан. Как дела генерала? Спасибо, велел вам кланяться. Спасибо. А как здоровье у Германа Леонидовича? Вы знакомы с моим дядей? Да, он нам очень помог при установке томографа. Да, он может. Спасибо, с дядей Герой все хорошо. Лев Борисович, Вадим Родионович кандидат на должность врача-репродуктолога в нашей больнице. Поэтому вот вы его возьмите, покажите ему все. С удовольствием. Да? А вы осмотритесь, тогда и поговорим. Спасибо. Ну разве плохо, если у тебя будет братик или сестричка? Никит. Но это же не значит, что я тебя буду любить меньше, чем люблю. Значит. Раньше мы все друг другу рассказывали. А теперь у тебя есть дядя Матвей. Ёж, ну ты это одно, а дядя Матвей это другое. Мама, да что ты паришь? Ты у меня спросила, хочу я братика или сестричку. Нет, не спросила. А если бы спросила, я бы тебе сказал, не хочу я ни сестричку, ни братика, ни твоего Матвея. Никит, ну что ты, сынок? Ну что ты, ну, Никит! Колька вчера в школьном спектакле Аладдина играл. Слова забыл с перепугу. Ну что, как-то выкрутить. Здравствуйте. О, привет, молодежь. Начмед сказала, что это для ребенка нужно. Вам отдавать или кому? Давай, мне. А еще она сказала, что я могу его увидеть. Ну, у нас посещение по расписанию только. А нам Филатова разрешила. Да, Катюш, им Филатова разрешила. Только, вернее, тебе разрешила. Надо одеть халат, тапочки, бахилы, ну… Ну, так говорите, куда и во что. Катюш, покажи. Покажу, ну, пойдем, те. А где лучше подождать? А ты кем приходишься? Я его невеста. Как интересно. А чему вы так удивляетесь? Да так. В общем, вот на диванчике ожидаю, здесь все ожидают. Невеста. Может, это бутерброд? Не, я пообедал, спасибо. Это вы с дороги проголодались. Есть немного. А где вы раньше работали, Вадим Родионович? Раньше, Лев Борисович, я не работал. Я служил. Как говорится, служить бы рад, прислуживаться тоже. Закончил военно-медицинскую академию в Петербурге. Ого. Да, потом меня направили в Иваново для дальнейшего прохождения службы. Интересно. И в чем же заключалась ваша служба? Лечение бесплодия, лечение доброкачественных опухолей. Очень хорошо. А я в свое время закончил, причем с отличием. Класс. Потом меня перевели в Мурманск. Город Кандалакша под Мурманском. Там повысили, назначили заведующим гинекологическим отделением. Там, кстати, я женился.
Значит, вас повысили. А почему же вы тогда уволились из армии? Такая практика. Где? В Кандалакше? В гарнизоне? Я вас умоляю, какая практика? Бухать спирт с офицерами? Я вам так скажу, Лев Борисович. Акушер-гинеколог военный – это извращение. Это все равно, что хоккей на траве или балет на льду. Вот, треска. Там витамин В. Б. Что? Витамин Б. Да, витамин В. Это миндаль. Миндаль. Доктора сказали, тебе нужен магний. Не отвечает. Сбрасывает. Слушай, может, нужно было вначале с ним посоветоваться? Риту, у меня 2 брата. И родители меня не спрашивали, хочу я их или нет. Ну, раньше все по-другому было. А сейчас дети очень впечатлительные. Да он просто ревнует тебя, как ты не понимаешь. Нужно ему объяснить, что ты не только его мама, но и моя будущая жена. Как? Он пришел, накуксился и убежал. Ну, дай ему время подумать. Мой сын, например, спокойно отреагировал. Ты своего сына раз в месяц видишь. Сравнил тоже. И то, если твоя бывшая разрешит. А Никите с нашим ребенком жить. Слышит, как он плачет по ночам. Видит, как я подгузники ему меняю. Не поддавайся на провокации. Опять сбросил. Ну, где мне его искать? Да не нужно никого искать. Перебесится и сам позвонит. Балованный он у вас. Слушайте, извините, вы своего родите, воспитайте, а потом будете рассказывать. Не нервничай. Я вечером с ним поговорю. Но парень должен понять, что он у тебя не один единственный. Хорошо. Ну, как вам наша лаборатория? Неплохо. Неплохо. Вы позволите? Да, конечно. Да. Хотя видел я лаборатории получше. В гарнизонном госпитале? Нет. В университете Альберта в Эдмонтоне. Я там стажировку проходил. Ничего себе. Подождите, это Канада, правильно? Угу. Здорово. Позволите? Да, пожалуйста. Ну ничего, у вас еще все впереди. Да? Вадим Родионович, можно вопрос? Пожалуйста. Зачем вам наша обычная больница? С вашим образованием, заграничной стажировкой, знанием томографа. Как вас вообще занесло в нашу область? Лев Борисович, не важно, как меня занесло в вашу область. Важно, что меня занесло в область репродуктологии. Хорошо. А вы к нам с супругой или… Нет. Жена осталась дома в Мурманске. Она у меня актриса. Понимаете, плотно занята в репертуаре. Ну, театр. Как дела в школе? Нормально. Нормально. Ты ел что-нибудь? Угу. Пельмени покупные. Яблочко хочешь? Отстань, нет. Нет. Ну почему такой бяка? Ну, футболка грязная вся. Поменять надо, а то стыдно. Угу. Никит, ты определился, кого ты хочешь? Определился. Брата или сестру? Ты должна сделать аборт. Что? Что слышала, аборт должна сделать. Ты как? Да ты как? Ты с матерью как разговариваешь? А может, я хочу этого ребенка? А я нет. Ты нет. А кто тебя спрашивает будет? Боже мой. Ты у меня спросишь. Ты… Никита. А ну не стой! Я тебе сказал, стой, где стоишь. Никита, ты что? Да стой, где ты стоишь. Либо ты делаешь аборт, либо я режу тебе вены. Стой! Сынок, я тебя Стой, где стоишь! Боже мой, помогите кто-нибудь!
Никита, перестань! Да уйди от меня! Доктор, пожалуйста, помогите! Ну-ка, пошла сюда. Не надо! Сколько ему лет? 15! А уголовная ответственность, насколько мне известно, вступает в силу с 14. Ой, боже мой! Не надо, я вас прошу! Платон Ильич, это я виноват! Я сама его так воспитала! Разбаловала! Ну вот я как чувствовала. А ошибка исключена? Елизавета Юрьевна, я что, первый год работаю? Я на этого вашего Илюшина через паспортный стол все данные получила, а потом каждую бумажку по 10 раз проверила, так что… Да, ну засранец, да. Здравствуйте, вы мне звонили. Что-то с ребенком? Так, с ребенком все нормально. Познакомься, пожалуйста. Ольга Ивановна Барышникова, инспектор облздрава. У нее к тебе несколько вопросов. Ну, скажем так, один. Основной вопрос. Скажи-ка это мне, голубчик, зачем ты нам всем наврал? М? Это же не твой ребенок. Мой. Мой, и этот ваш анализ показал, что мой. Вот этот вот наш анализ называется анализ ДНК. И вот он как раз подтвердил родство. И ты думал, мы вот все бросим, тебе поверим, да? Это не твой сын. Это же твой брат. Ой, Андрей Васильевич, а что это с вами? Да ничего, поскользнулся. Вы в травматологию? Нет. Не обращай внимания, все нормально. Спасибо, Алис, все хорошо, жить будет. Подскользнулся. Давай, рассказывай. И зачем же ты врал? Ну, потому что отцу проще забрать ребенка, чем брату. Я же имею право его усыновить. Так и есть. Ну, не забрать, а оформить опекунство. Ты где-то работаешь? Да, я работаю, я ремонты делаю. Я напишу тебе список необходимых документов. Значит, возьмешь с работы справку о доходах. А без справки никак. Я просто наличкой получаю от бригадира. Ой, заходи, циркач. Считай, легко отделался. Ничего не поломал? Да нет, так царапина. Садись, Андрей Васильевич. Ой, кроватище. Кто просил сказки рассказывать, что ездить умеет? Я умею. Угу. Подзабыл чуток. Умелец великий. С какой радости на вираже тормозит. Ну, конечно, байк юзом понесло. Забыл. Забыл. Ты вообще умел когда-нибудь? Ну, конечно, у меня же мопед был. Сравнил. Мопед. Так, только не орать, договорились? Да. Кать, ты извини, что я твой байк там покалечил. Не переживай. Конюх железо починит быстрее, чем царапины твои заживут. Дуй, 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 дуй. Рит, а ты чего здесь? Вот, девчонки с работы передали. Что-то случилось? Я думаю, мне надо сделать аборт. Ты что, хочешь убить нашего ребенка? Я боюсь за Никиту.
Ну сколько можно идти на поводу у Никиты? А обо мне? А о нас ты подумала? О нашем ребенке? Сколько он будет из нас веревки вить? Матвей, ты сейчас упрекаешь меня в том, что я посвятила свою жизнь сыну. Мими, наш ребенок, наш брак. Это же какая травма для него. Я и так разрываюсь между тобой. Я не знаю, что... Ну, прости. Мне самому эта ситуация не нравится. Пробовал поговорить с Никитой. Все без толку. Но можно найти психолога. Только не говори больше об аборте, ладно? Слушай, а если он что-нибудь с собой сделает? Ну ты что, никогда с родителями не ссорилась? Все мы угрожали из дома уйти, с крыши прыгнуть. Но не прыгали ведь, правда? О, здравствуйте. Здравствуйте. А Елизавета Юрьевна у себя? Да. Я быстро. Подвиньте. Не мое дело, но у вас с Русланом это серьезно? Да, мы пожениться хотим. У вас дети есть? Нет, а почему вы спрашиваете? Да маленькая ты еще. Мне уже 19 лет. 19 лет. А ты хочешь дитя чужое взять? Ты соображаешь, какая это ответственность? А он мне не чужой. Он брат моего будущего мужа. Он мне родной. Как брат? Так, брат. Слушай, какая же ты умница. Не сердись на меня. Лизочка, послушай, этого Любавина надо брать и не думать. Опыт, образование, военно-медицинская академия. Да я туда и не надеялся поступить. Но он не поступил с первого раза. Но потом же поступил. Ага. А до этого со скинхедами связался, еле от тюрьмы отмаз. Слушай, ну, наша Реброва тоже оторва еще та. Но толковая же. А, Любавин. Ну, какие-то скинхеды. Ну, академию-то он закончил? Закончил. Благодаря дяде Гере. Его много раз собираюсь отчислять. Ну, хорошо, идем дальше. Работа в Ивановском гарнизонном госпитале. Ты представляешь, какая это практика? Там он в основном за ткачихами ухлёстывал. А потом завел интрижку с женой собственного начальника, после драки с которым его и перевели в Мурманскую область от греха подальше. Слушай, а откуда ты все это знаешь? А мне генерал с Любавиным письмо передал. Описал там все подвиги нашего гусара. Дальше. В Кандалакше он женился на актрисе Мурманского театра. Она к нему приехала аборт делать. Года с ней не прожил. Собирается разводиться. Не знаю. Ну, с другой стороны, начальник отделения гинекологии, капитан. Капитан он получил за то, что нужным людям спирт поставлял. Ну, а курсы компьютерной томографии? Он же в Канаде стажировался. Нельзя же быть таким наивным. Ну, ты заплати 10 тысяч папочкиных баксов и стажируйся хоть в Нью-Йорке. Тогда сам почитай, что генерал не пишет. Прошу тебя, Лиза, определи этого охламона, попрактиковаться к Лёве Квитко. Лёве Квитко. И присмотри за ним. Потому что Гера мой лучший друг, а Вадик для Геры как родной сын. Возьми его воспитательным сроком, в случае чего я беру на себя всю ответственность. Милая моя и дорогая. минуточку. Дальше личное. Ну что, берешь себе ученика? Ну да, видимо, Гусин еще тот. Но томограф знает? Знает. Репродуктолог нам нужен? Нужен. Ну и 3 месяца остального срока ни к чему не обязывает. Читаешь мои мысли? Да. Здравствуйте. Да. Вы говорили, нужна справка с работы. Вот, устроился официально. Стройуправление. Теперь я могу забрать брата? Ну? Ничего не вышло.
Сказали, что кроме работы еще должна быть своя квартира. Бюрократы. Я квартиру почти 2 года снимаю. Мне и хозяйка, и соседи все характеристики написали. Эта тетка из облздрава уперлась рогом ни в какую. Она тоже там была? Нет. С ней начмет по телефону разговаривал. Полчаса уламывала. Это коза. Заявила, что нет квартиры, нет опекунства. Алло? Не переживай, мы обязательно что-нибудь придумаем. Ты слышишь? Да, я поняла, Елизавета Юрьевна. Все поняла. Молодежь. Таможня дала добро. Начмет сказала, что можем посмотреть на ребенка. Пошли. Как бабушка? Нормально все с бабушкой, в общем. Был у нее вчера. Она тебе привет, кстати, передавала. Ты ходи к ней. Угу. Я тебе, кстати, вон фруктов принес. Да? Чай травяной. А где деньги взял? Да я с копилки вытащил их. Там, кстати, я тебе курицу еще пожарил сам. Курицу? Угу. Ну, ты, ежик, у меня совсем взрослый. Кузьменко, вы почему с кровати встали? Вы знаете, что в вашем положении лежать надо? Так я на минутку к сыну. Давайте быстрее. Я пойду. Пойду ругаться. Пока. Никит, я тебя очень люблю. Я рада, что ты меня понимаешь. Пока. Пока. Ну, в общем, вот, в принципе, и вся моя биография как-то так. Так а почему решили в Москве не оставаться? Там и клиник больше, и зарплаты-то повыше. В Москву. Понимаете, там надо посещать нужные встречи, встречаться с нужными людьми и вообще все время делать что-то нужное. А работать кто будет? А? Некому. Вот. Ну, а почему в Канаде не остались после стажировки? Молодой человек, там и своих специалистов хватает. И потом, у меня здесь семья, у меня здесь жена, родители. И, как говорится, дома стены им помогают. Почему именно к нам? Откуда вы о нашей клинике узнали? Я в Москве с Широковым общался. Кстати, он передавал ему большой привет. Он мне рассказал о вашей клинике, сказал, что здесь замечательный коллектив, очень толковые врачи. Вот я и подумал, почему нет? Спасибо большое. Спасибо. Ну что, так, все, поехали дальше. Следующий вопрос. Лекции в школе молодых мам. Лев Борисович, ваша очередь. Ну, я в центре зашиваюсь, и лаборатория, дежурство. Лев, ну найди кто-то сделать за тебя. Елизавета Юрьевна, давайте я попробую. Ну, попробуйте. Попробуйте, и спасибо вам большое, Владимир Тианович. Все, если вопросов больше нет, можно идти работать. Спасибо. Да нет, что. Лев Борисович, у меня к вам предложение. Да, забыла представиться. Савина Марина Станиславовна, заведующая родильным отделением. И, кстати, я с удовольствием приду и послушаю ваши лекции. Очень приятно. Кажется, у Марины Станиславовны появился новый объект. Да. Так вот, я хочу прочесть лекцию на тему женщины, которые хотят забеременеть, но не могут. И назвать эту лекцию «Бесплодие не приговор». Это интересно. Это интересно. И как вам тут Любая? Вроде бы ничего. Ну, с первого взгляда тяжело делать какие-то выводы. Пускай себе в работе проявляет. Максим Викторович, срочно зайдите в 5-ю палату. Так а что у нас, ребят, ремонт еще долго будет?
вместо темного цвета. Зови Земцова. Она жаловалась на тошноту, на боли. Да, сказала, что все плывет. Давно? Где-то полчаса назад, а потом рвота началась. Что случилось? Платон Ильич, ну, тошнота, рвота цвета кофейной гущи и высокая температура. Нет, смотрите. Цвет кофейной гущи. Язык покажите. Так, цвета кофейной гущи. Это ваш термос? Да. Как интересно. Похоже на язва желудка. Необходимо зондирование, звонить в хирургию. Если диагноз подтвердится, готовьте операционную, я тоже подойду. А вам же запретили... Оперировать будет Платонов. На бок повернитесь вот так. Рита, откуда у вас этот чай? Сын принес. Сын принес. Как у нас дела? Антиаллергенные я ввел. Угрозы выкидыша нет. Мы готовы, можем начинать. Начинай коагуляцию. Это вы мне звонили? Да, я, проходи. Разговор есть. Садись. Твоя мать умирает. У нее аллергия на полевую гвоздику. Ты же ведь знаешь об этом? Нет. О чем это вы? О чем я? О чем ты я? О чем ты я? Да отпустите, боже, мне больно! А ей, думаешь, не больно? Ты где об этом чае вычитал, умник? Я в интернете про него прочитал. Там было написано, что он выкидыш вызывает. А там не написано, что от этого люди умирают. А знаешь, что дальше будет? Дальше будет вскрытие, а потом расследование. А потом ты поедешь в колонию. Она жива? Жива. Пока жива. Ее всей больницы спасают. И что мне делать? Молись, если умеешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Что у нас сегодня нового? Вы говорили, нужна квартира. Мы с Никой подали заявление в ЗАГС. А квартира у меня есть. Мне папа купил. И я пропишу там и своего мужа, и его брата. Руслан, а давайте вы подождете свою спутницу внизу, буквально 2 минуты. Алло, дядя Матвей? Мама умирает. О, здорово. Как успехи? Решаем. Ну, удачи. А, Джигит, ты Земцова нашел? Да, нашел. Ну, давай, иди, подожди, в коридоре здесь нельзя. И дверь за собой закрой. Брат, у тебя случилось что-то? Случилось. И сколько же вам лет, юное создание? 19. А мои родители поженились, когда им было по 18. А ваши родители в курсе, что вы собираетесь усыновить ребенка? Да, в курсе, они знают. И нас поддерживают. Мой папа, между прочим, тоже с ремонтов начинал. А сейчас он глава строительного управления. Как вас зовут? Вероника. Вероника. Вероника, а вы догадываетесь, что у вас с Русланом могут быть свои собственные дети? А что, когда много детей в семье, это плохо? Нас, например, у мамы 4. И вообще, разве этот мальчик, брат Руслана, он что, не наш ребенок? Вы что, ничего не понимаете? Руслан своего брата никому не отдаст. Он, если нужно будет, до самого президента дойдет. И я его в этом поддержу.
самого президента. Это серьезно. Ты держись. Держись, все хорошо будет. Спасут твою маму. Вот увидишь, все хорошо будет. А у тебя что, тоже кто-то на операции тут? У меня здесь брат. Его мама родила и кинула, как меня когда-то. А я его забрать хочу. Забрать? Зачем? Как зачем? А что? В детдом отдать? А? Я когда малой был, так хорошо, что бабушка была жива. Тогда она меня забрала. Умерла она, когда я в армию ушел. Вернулся, а мать уже и квартиру ее продала. Так и остался один. Без квартиры и без бабушки. Дядь Матвей! Где Рита? Мама где? Операционный. Скорее. Чайку для разрядки. Платон Ильич, что с ней? Спасли. Чудом выжила. Ну, сынок, зачем плакать? Хорошо ж все. А к ней можно? Сегодня нет. Завтра, думаю, можно. Спасибо. Спасибо. Пойдем. Ну, что ты на меня так смотришь? А зачем вы им соврали? Какие чудеса? Обыкновенная язва. В воспитательных целях, Андрей Васильевич. Вот ваша выписка. Спасибо. А вы не знаете, где доктор Земцов? Ой, не знаю. Если будет вопрос, мы к нему подойду. Есть у меня подозрение. А меня выписали. Здравствуйте. Очень хорошо. Я попрощаться пришла, и, доктор, можно я у вас рожать буду? Конечно, можно. Спасибо. Пойдемте, я вас провожу. Спасибо вам. Возьми меня лучше под руку, мало ли голова закроется. И меня тоже, мало ли. Вы прям как с хрустальной вазой. Кажется, ваша шоковая терапия подействовала. Ого. Ты рад? Да. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Спасибо, доктор. Спасибо. Ах, да. Если, не дай бог, авария какая или с машиной что-то, звоните. Оценим страховой случай в вашу пользу. Спасибо, но машины пока не обзавелись. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Пошли пообедаем.